Немножко удивило, что 5 вопросов к докладчику были только от одной фракции. Впечатление, что остальные 3 фракции не умеют задавать вопросы. Или это одна фракция только и любит задавать вопросы. Я не понимаю смысл вопросов к политическому заявлению. Нас 450. Давайте сейчас пустим документ, и до конца года каждый будет правку вносить. Это хочу, это вспомнить. Махно можно вспомнить. Всех, так сказать, вспомнить. Наверное, теряется смысл вопросов. Вы понимаете, что это за документ? В нем всего 2 позиции. Написано: остановить массовое насилие. Второе — создать международную контактную группу на площадке ОБСЕ. Все. Причем здесь все остальное, о чем вы спрашиваете и пытаетесь сказать. Это обращение ко всем парламентам мира. Мы должны с вами знать. Есть дипломатический язык, есть язык парламентариев, есть язык исполнительной власти. Поэтому отдельное выступление. Вот там Тамаре Плетневой понравилось выступление Пушкова. Он от себя выступал, политическая дискуссия 10-минутка. А этот документ отработанный комитетом, где каждая запятая выверена, согласована со всеми высшими инстанциями страны. Это же не идет от группы депутатов. Мы от имени страны обращаемся ко всем парламентариям всей планеты Земля. Поэтому не надо так говорить: давайте вот лучше то возьмем за основу. То мы никогда не возьмем за основу. Потому что в том заявлении это личная позиция человека. А документ великолепный, все выверено и все, так сказать, взвешено. Потом все остальное будет решаться. Признают независимость, вхождение в состав России. Здесь наша попытка заострить внимание парламентариев всего мира. Давайте договоримся где-то. Поговорить сперва. Другое дело, что если будет создана контактная группа, там будет большинство у них, и мы не сможем там навязать нашу позицию. Но хотя бы начать дискуссию, чтобы там, может быть, изложить вот те факты, которые вам хочется изложить. Показать, может быть, какие-то видеоряд, какую-то хронику нашу. Но это тогда, когда не соберутся парламентарии. Пока мы просим лишь, чтобы они, вот если прочтут сегодня там, или завтра, если прочтет наверняка только председатель парламента, что-нибудь, он соберет весь депутатский корпус, скажет: вот тут из России пришло письмо, вот они то просят. Надо немножко здесь как бы нам уходить от политической наивности, что мы здесь все решаем, а там они ничего не решают. Конечно, мы уже говорили от фракции ЛДПР, мы полностью признаем референдум. И не сегодня, когда начались события, и не вчера, и не позавчера, а с 1991 года мы были против незаконного расчленения СССР. Поэтому если мы хотим дать соответствие законно-незаконно, нужно начинать с момента незаконной ликвидации страны. А это сделали коммунисты Украины, Белоруссии и России. У них было большинство в их парламентах, и их 3 руководителя, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, были руководителями Компартии или членами высшего руководства. Мы этого избегаем. Вот что только сегодня в Донецке что-то там стреляют, или в Мариуполе. Стрельба началась с 8 декабря 1991 года, когда всему миру объявили, что нет такого государства СССР. А теперь, когда объявляют, что есть Донецкая республика, говорят: нет, мы ее не признаем. Вот из этого нужно исходить. Ликвидацию СССР они признали моментально, в течение получаса, незаконную ликвидацию. А когда народ высказался, чтобы быть отдельной республикой, тут они считают вообще, что никакого референдума не было. Но брать-то нужно источник причины. Чего вы лечите, так сказать, грипп, а у человека туберкулез? Начинайте с обследования. Что в этом организме происходит, так сказать. Поэтому в этом ошибка. И 91 год брать бесполезно. Надо брать 25 октября 2017 года. Это что, был законный захват власти? И Америка не признавала до 1936 года советскую власть. Когда они в Киеве признают незаконный ночной захват власти в феврале 2014 года. А незаконный захват власти большевиками в октябре 2017 они признали. Почему? Потому что тот захват власти был на руку им уничтожить российское государство. И уничтожили. До сих пор у нас нет тех ученых, как академик Вавилов, или тех пахарей, которые кормили пол Европы, сегодня сами себя не можем накормить, или тех инженеров, которые запускали, так сказать, телевидение, Зворыкин или Петерим Сорокин, социологическую науку,
и все остальное. То есть в основе-то это лежит. Я согласен с царским режимом, тоже недоработка. Но он был легальный, царский режим. Умирал царь, сын вступал в права наследования. А здесь февральская революция решила прекратить монархию. Просто так. Царь же не разрешал этого делать. И он был живой. Напугали его. Это тоже был переворот. Царь написал отречение на телеграфном бланке. Это не положено по закону. И его должно быть обращение к Государственной Думе или к русскому народу. Это обращение к хунте из генерала Алексеева и других генералов. Им. Причем есть они. Поэтому, когда мы говорим, что это незаконно на Украине, то началось все с 17 года. Вот там все было незаконно. И первая оранжевая революция, 905 год. Вот мы породили весь этот хаос в 20 веке. Москва и Петербург. Мы весь 20 век превратили в кровь для собственного народа. А теперь удивляемся, что происходит на Украине. Они повторяют Россию 17 года. Если мы здесь бесчинствовали, кого угодно расстреливали, сажали, отправляли, так сказать, разрушали. А что они не должны так делать? Что октябрь 93 года? Что у нас не было снайперов в 91 году? Мы это дело расшифровали. Мы осудили снайперов, которые расстреливали специально милиционеров и участников демонстраций, чтобы была кровь. Мы не стали это расследовать. И к ответственности не привели. И у нас действовали иностранные наемники. Что их не было у нас в 91-93 году? Были. Что Майдан разве не был у нас около Белого дома? Типичный Майдан. И водку подвозили, и деньги подвозили, и оружие подвозили. Мы дали пример всему Советскому Союзу. А теперь, когда они совершают то же самое, говорят, нет, нельзя, что-то вы там, ребята, так не надо. Нарушайте закон. Это мы нарушали закон в 91-м, 93-м. За 17-й мы не отвечаем. За 91-й отвечаем. И только ЛДПР вышла на улицу и была против разрушения СССР. Все остальные поддакивали. Спасибо.